Вот почему ты какие-то вещи в своей жизни, которые плохие, такие травмические, трагические, помнишь очень хорошо? Почему какие-то люди говорят, я вообще детство не помню совершенно, то есть у меня как бы вот эта вот вся пелена. То есть есть группа людей, которые вот так, есть группа людей вот так. Значит, у этого всего есть в любом случае причина. Надо понять по умолчанию, что в нашем мире не бывает случайности. То, что вы называете случайность, рандом, да, вот эта штука, это закономерность, которую вы не осознаете. И получается, что раз это закономерность, которую мы не осознаем, значит, надо просто поразмыслить. Поразмыслить, почему так. А прикинь, людей за школу, за всю эту историю настолько разучили размышлять, что они просто хотят, типа, прочитать где-то или взять готовый ответ. Это же ужасно на самом деле, прикинь. То есть я удивляюсь, как можно жить по-другому, а они удивляются, как у меня это получается. То есть вот такая разница между свободным беззажимным и зажимным человеком. Ну вот смотрите, как я дальше размышляю. То есть получается, что у человека обычно у него память, все, а какие-то вещи он ярко прям помнит. Так вот почему, что, ну, типа, должна быть причина, почему он так ярко помнит. То есть все, как всегда, гениально и просто. В нашем мире все должно быть гениально и просто. Если это не гениально и просто, значит это искусственно. Значит это какая-то уже шиза. Потому что наш мир устроен вот именно по принципу простоты и легкости. И суть заключается в том, что в твоем теле, прямо на уровне нервной системы, на уровне рефлекса, есть определенная цепочка, которая замкнула. Это не просто как бы мысль в голове, а потому что в твоем теле прям есть участки, где этот импульс прям как бы подсвечен, прям горит. И он посылает доступ к твоему мозгу. Типа, я здесь, вот такая травма, такая боль, такая боль. И ты, соответственно, можешь откалибровать, прийти туда и вспомнить эту ситуацию. Как только ты уберешь вот этот вот импульс, и он будет стерт, то получается ситуация обнулится здесь, и это вот воспоминание превратится в обычное рядовое. Как, например, ты не можешь сказать, а что было 1 сентября 2002 года. То есть ты как бы, если поднапряжешься, можешь вспомнить что-то типа, я ходил вроде бы на линейку, там, может быть, какая-то у меня была такая-то рубашка, но ни хера не помнишь. Тяжело, как бы, оно просто не имеет никакого смысла, не подсвечено дополнительными импульсами, дополнительными активными нейронными цепочками. А получается, для тебя травмическая ситуация, она же не понимает, что она разрушительная или не разрушительная. Ее просто замкнуло как скрипт, и она существует. То есть при ней была буря эмоций, при ней твое тело реагировало на этот стресс, сжималась грудь, сжималась диафрагма, менялось дыхание, вот это вот все. И вот весь этот комплекс, как в виде слепка, он замораживается там. И получается, это и есть психотравма. То есть психотравма это не то, что у тебя в башке. А психотравма это вот этот вот слепок физический, прям весь, он целостно идет. И даже самые сильные психотравмы, если ты распускаешь, то начинается то, что я называю аффект, когда прям вот это вот начинается выходить это все под аффектом. И человек в этот момент себя не воспринимает, он не понимает, где он не понимает, что с ним происходит, он попадает как бы в транс. Там орет, плачет, кричит, после этого возвращается в обычное свое состояние, выпустив вот весь этот заряд. То есть понимаете, что есть воспоминание и почему плохое, я имею в виду, травмическое, почему оно так? А хорошее, потому что оно подкреплено положительным и является пользой для организма. Ему приятно, а все, что нам приятно, как бы способствует выживанию. Все, что способствует выживанию, организм сохраняет. Поэтому, понимаешь, организм как бы ему похер. Он как бы скрипт, это робот, он не совсем такой умный. То есть он, видишь, ему бы было выгодно бы избавиться от плохих воспоминаний, но он не может, потому что так он устроен, потому что цепочка замкнула. Он скорее, когда был создан, он не думал, что ты такой мудак будешь, и мир такой будет мудацкий. Так родители будут плохо воспитывать детей, а дети будут так жертвенно реагировать. Вот эта вот вся история работает плохо. А если говорить про тех людей, которые вообще не могут ничего вспомнить, то это еще хуже. Это вообще приехали. Это не, как ты думаешь, я забыл. А я бы сказал, что это активное незапоминание. То есть, условно говоря, это не ты забыл, а это как бы активный самообман. То есть, как получается, огромное количество твоей энергии прям вот направлено, знаешь, как бы на тушение этого импульса. То есть, получается, что ты вместо того, чтобы жить полноценно, делать, что хочу. Вот я, например, живу, делаю, что хочу, люблю. Если мне что-то нравится, я делаю. Не нравится, не делаю. А человек, получается, вот у которого была вот такая вот катастрофа в детстве, да, который вообще попал не в свою тарелку, его там просто разорвали, уничтожили, растоптали. Организм из двух вариантов выбирает вот такой, что при первом у него варианте была бы катастрофа, то есть он полностью униженный, растоптанный, уничтоженный, несовместимый с жизнью, да, с нормальной жизнью. И он выбирает этот вариант как бы задвинуть в сторону путем потери своих ресурсов. То есть он не может забыть, потому что, как мы сказали из первого варианта, по идее, он должен был, наоборот, максимально плотно все помнить.
Вот просто ты должен быть практически жить вот в этом миксе из этого говняных, из этих ситуаций. И организм в таком случае решает пойти вот на такую меру, что он как бы создает как активную такую вранье себе, что я это не помню. Представляешь, да? То есть это примерно то же самое, что ты, например, там, не знаю, вот изменяешь, допустим, жене, да? И чтобы не спалиться, тебе нужно, ох, сколько много всего держать в голове. То есть, получается, ты как бы создаешь вторую как личность такую, которая синхронизируется с другими, подавляет, обдумывает, чтобы тебе как бы быть вот прямо как актеру такому, да? Так вот то же самое, ты являешься примерно таким же, только во вранье вот по поводу своего прошлого. Куча моментов врешь. Врешь в любви и в том, что ты как бы не в обиде там на своих родителей, там врешь в то, что ты вообще как бы было счастливое детство, врешь в то, что ты так и хотел. Это капец какой клубок. И это как бы самозащита, такая активное незапоминание, говорю. И если все-таки пробраться, то первое, что встретит тебя на пути, будет страшная агрессия. То есть любой человек, даже который своим информацией, вот, например, я буду говорить что-то, почему у меня так столько хейта в моих роликах, то есть любой человек, который будет указывать хотя бы чуть-чуть на правду, косвенно на ситуацию, будет подсвечивать, что все так было ублюдски, будет своим примером показывать, например, свободу или еще что-то, то, что у тебя забрали, то, чего ты потерял, это первая реакция будет сразу же агрессии, то есть презрение, ненависть, агрессия, вот в таком духе будет. То есть, по сути, я тебе могу перевести на простой язык, то есть тебе на меня похер, ты от себя злишься, правду всю эту прячешь, но ты играешь в это вранье, и получается все-таки, если ты пробиваешься сквозь эту агрессию, и тогда ты можешь вникать и из самого говна всплывать, с самого дна. Если же нет, если ты как бы вот в какой-то гордыне утопишься, если ты вот в такое самовранье, то люди могут прожить так всю жизнь. Вот эти все несчастные люди, которые вот желчью просто блюют, которые вот, знаете, сидят вот это на лавочках, вот это, которые осуждают, все смотрят, сплетничают, ненавидят, ищут врагов, это все вот эти люди. Потому что, так как у них не было ресурса, их весь ресурс был вот там, во вранье себе, то в жизнь у них не оставалось ничего. Поэтому они априори будут неудачники по жизни, потому что они живут в полсилы, потому что половина их энергии тратится вот на это вранье. Это раз. А во-вторых, им получается у них, во-первых, полсилы, это их приведет к тому, к тупику, что они будут жить еще отвратительно плохо. А нужно же тогда, чтобы вот из этого вот плохо, чтобы обезболивание, а лучше перекусить фокус внимания о том, что вот это вот плохие. То есть так, во-первых, легче оправдать себя, что как бы, ну вот, плохо живешь ты, потому что вот там вот плохо они делают, да. Или наоборот, оправдать себя, что я хоть живу плохо, но, допустим, зато продукты настоящие, а вот там вот живут плохо люди. То есть либо вранье себе по принципу, что я живу хоть и в плохом месте, да не все так плохо. Либо это прям, вот это из-за них все, вот они все враги, и поэтому вот мне все плохо. То есть это такой активный самообман для того, чтобы отвлечь фокус внимания от своих проблем, от своей просранной жизни. У тебя там родители такие, или там братья, сестры, или какие-то знакомые, то какая моя рекомендация к тебе по поводу тактики и работы с ними? То есть не ставь препятствия перед слепыми. То есть они в данном случае выступают в роли слепых, они не понимают, что с ними происходит, и ты их не сможешь разбудить. Ты сможешь вызвать только ссору, раздор, ненависть и так далее. Человек может только добровольно прийти к этому состоянию. Каждый отвечает только лишь за себя. Вы видите, как кусочки нанизываются бусинки одна на другую. И если вы отключите свою какую-то гордыню, свои какие-то представления, вот эту свою брычку, типа, хули он меня будет учить, да кто он такой? Вот если вы это отключите и будете просто вникать, впитывать, понимать, почему так, пропускать, анализировать, я вам клянусь, у вас жизнь изменится. Просто даже вот похер что, вот ничего другого менять не будете, вы измените активное понимание мира, измените мировоззрение. А мировоззрение автоматически привлечет новые события, новых людей, новое все остальное. Потому что оно и сейчас вокруг вас, но только вы все херите. Херите, потому что постоянно делаете неверные выборы. Неверные выборы называются судьбой. Ну вообще, верные тоже. Я имею в виду выборы, растянутые во времени, называются судьбой. То есть судьба это не что-то такое пассивно, типа оно там прописано, а ты ни на что не влияешь. Это твой ход мыслей, ход выбора, ход движений по жизни. И поэтому я тебе вот таким образом помогаю изменить судьбу и выйти в твое правильное русло, в свое счастливое русло.